Как создаются часы? От идеи до готового изделия. Расскажем на примере русской рулетки от Славы. Вот с одной стороны вроде как смертоубийство, с другой стороны удаль. Слабоумие и отвага, короче говоря. Друзья, здравствуйте. Русская рулетка – самый скандальный, самый шумный проект российского часпрома за последние лет 20. Наверное, нет человека, который бы видел эти часы и остался бы к ним равнодушен. Кому-то заложенные в них идеи нравятся, кому-то активно не нравятся. В этом ролике постараюсь рассказать про русскую рулетку от Славы максимум. Расскажу, как создавались эти часы и в деталях, как они устроены. Что происходило с брендом Слава, чем русская рулетка похожа на американские горки и как часы помогают здоровью своего владельца. А для тех, кто в детстве любил фокусы и опыты на уроках физики, покажу, как выглядит невидимое магнитное поле. Разумеется, это часы не для всех, и не для всех этот ролик. Если в силу каких-то своих причин вы не любите Ивана Охлобыстина, российские часы, да и вообще все, что связано с Россией, просто поставьте свой дизлайк и переходите к чему-то более интересному для вас. А если хотите узнать реальную историю бренда Слава за последние 20 лет и как действительно создаются часы, досмотрите этот ролик до конца. Будет интересно. Поехали! Рассказ мы начнем с того, где производятся часы под маркой Слава, откуда берутся механизмы Слава и почему вот на этом патенте на промышленный образец вы видите название компании «Верный ход», хотя на самих часах рулетка написана «Слава». Я пришел на часовой рынок в 1998 году и прекрасно помню, как наш часпром на рубеже веков медленно, но верно катился под гору. Вместе с этим на рынок приходили новые люди, которые хотели создавать часы, возникали новые предприятия. Одним из них была компания «Верный ход» во главе с Павлом Гранкиным. В то время ни на одном нашем заводе дизайнерских подразделений уже не было. «Верный ход» помогал оставшимся предприятиям разрабатывать новые модели. Связь компании «Верный ход» и завода «Слава» началась в 2000 году, когда «Верный ход» совершенно банально арендовал помещение у так называемого СКБ ЧС. Специальное конструкторское бюро часового станкостроения, организация почти легендарная. И не только в часах. Надеюсь, когда-нибудь мы расскажем про нее. СКБ располагалась около метро Калужская, на научном проезде Дом 20, в здании, где выпускали наручные часы Слава. Да-да, вопреки распространенному мнению, наручку делали именно там, а не на знаменитой площадке на Белорусской. Там было производство будильников. Почему, есть отдельная легенда. Сегодня мы не про это. Однако, как я сказал, дела нашего часпрома бодро шли под гору, и в 2004 году владельцем завода «Слава», владельцем контрольного пакета стал банк «Глобекс». Здесь нужно отметить, что в 2004 на «Славе» наручных часов и особенно механизмов по сути уже не производили. Дорабатывали и допродавали какие-то остатки. Помочь в реализации этих остатков новые собственники пригласили Павла Гранкина, владельца «Верного хода». Предложили ему стать советником гендиректора, а после коммерческим директором «Славы». Понятное дело, что банк заниматься выпуском часов не собирался категорически, у него были совсем другие планы. Планы были прежде всего на площадку около метро Белорусская, где планировалось построить грандиозный торговый центр. Однако что-то пошло не так, и Глобекс начал распродавать активы. В 2007-м Гранкину предложили выкупить предприятие под названием «Торговый дом Слава». Предприятие, которое занималось сбытом и продажей остатков часов и механизмов второго часового завода, и на балансе которого находилась вся продукция. Сумма сделки была астрономическая, и чтобы ее провести, Верному ходу пришлось взять огромный кредит. Кредит, с которым компания расплачивалась потом больше 5 лет. Однако в результате Верный ход стал владельцем всех товарных остатков и всех механизмов, которые были выпущены к тому времени. Именно остатков, не производства и не бренда Слава. О том, что происходило с брендом, расскажу чуть позже. Это отдельная история. Часы, которые создавала компания «Верный ход», были более чем интересными, что и привлекло к ней множество интереснейших людей. Например, «Верный ход» создавал часы вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым, а чуть позже компания познакомилась с Иваном Охлобыстиным. В 2017 году Иван предложил совместно создать что-то необычное, российское и такое, чтобы щекотало нервы. Так родилась идея часов «Русская рулетка». Знаете, это барабан, 6 патронов, один патрон вставляется, крутится, приставляется к виску и пропади все пропадом, как говорится, Господи помилуй. Это, пожалуй, самая азартная игра в мире, азартнее никто не придумал. Иногда рулетку от Славы сравнивают с другими похожими часами, с моделью от Ивана Арпы. Безусловно, я знаю эти часы и знаком с Иваном. Я был у него на его небольшой мануфактуре в Женеве, а он приезжал к нам на выставку Moscow Watch Expo, организатором которой является наша компания. Но часы от Арпы и часы от Славы совсем разные. Общего там упоминание о рулетке и один патрон.
Ключевой элемент – барабан – присутствует только у Славы. Сделать так, чтобы в часах что-то крутилось, легко. Например, чтобы крутился вот этот барабан, имитирующий револьверный. Вопрос в том, как сделать, чтобы патрон останавливался строго в одной из камер, а не где-то посередине между ними. Когда на Славе решали этот вопрос, изучили множество вариантов, в том числе различные пружинки, трещотки и так далее. Но все они были отметены. Было решено обеспечить остановку барабана с помощью магнитов. А сейчас я хочу показать самый первый прототип часов «Русская рулетка». Часов рулетка Охлобыстина. Шучу. Эта каруселька всего лишь макет, на котором отрабатывали ту самую магнитную систему, что лежит в основе часов. А первый вариант часов рулетка выглядел вот так. Издалека это почти обычные кварцевые часы. Ключевое отличие от любой другой модели – барабан, который повторяет барабан револьвера. Если перевернем часы, то с обратной стороны увидим 6 отверстий и патрон в одном из них. Это и спиннер, и инструмент для гадания. Вы можете загадать какой-то вопрос, крутнуть барабан и в зависимости от того, где остановится патрон, принять решение. Можно сказать, что вещь получилась и для души, и для тела. Для души спиннер, который поможет вам отвлечься, расслабиться в ситуации психологической напряженности. А для тела эти часы будут работать буквально как магнитный браслет, который оказывает оздоравливающее воздействие на организм. Дело в том, что в заднюю стенку часов встроено 12 магнитов. Когда часы находятся у вас на руке, они помогают восстановлению вашего физиологического состояния. Гадать, конечно, на них не надо. Это вот ты можешь так заниматься, как снимать стресс. Стресс прекрасно. Магниты, спиннер, плюс череп с бриллиантами. Что надо, короче говоря. Как я сказал, этот прототип появился в 2018 году. И, казалось бы, все здорово, давайте запускаем в производство. Но Верный ход и Иван Охлобыстин сказали стоп. Сказали стоп по двум причинам. Первая, часы были кварцевыми, что не удовлетворяло создателей. А вторая, использовать их как инструмент для гадания было неудобно. Чтобы увидеть ту самую рулетку, увидеть результат, их нужно было снять с руки и перевернуть. И самое время поговорить о феномене русской рулетки. Русская рулетка считается исконно русской, удалой забавой, такой гусарской забавой. На самом деле это не так. Здесь мы имеем что-то похожее на ситуацию с американскими горками, которые у нас называются американскими, а у американцев называются русскими. Русская рулетка пришла к нам вместе с револьвером Смит Вессон, который был принят на вооружение русской армии в 1870 году. Идею вы все наверняка знаете. Мы заряжаем в барабан всего один патрон, не глядя, прокручиваем барабан. Мне повезло в этот раз. Часы «Русская рулетка» во многом повторяют эту забаву. Их основной фишкой является барабан, похожий на барабан револьвера. Барабан всегда останавливается так, что патрон оказывается строго напротив одной из камер, а не где-то посередине. Эта конструкция – кардинальное отличие русской рулетки от Славы от всех остальных часов на белом свете. Причем, к сожалению, я не могу тактильно вам передать ощущение от вращения барабана, но когда барабан крутится, мы ощущаем такую буквально отдачу от каждого поворота, от прохождения патрона через каждую из камер. Помните карусельку? С ее помощью был рассчитан и подобран оптимальный вариант магнитной системы. Всего в часах использованы 16 неодимовых магнитов, маленьких, но мощных. 4 магнита встроены в барабан и 12 в спинку часов. За счет подбора полюсов этих магнитов и был достигнут тот эффект, что барабан крутится абсолютно свободно, но останавливается строго напротив одной из камер. Я говорил, что первый прототип рулетки был забракован, в том числе из-за кварцевого механизма. В компании хотели использовать механику. Но есть же электронные, все же удобненько, все работает столетиями, может, на 3000 метров. Нет, надо заводить, надо следить, надо менять масло, надо обновлять, надо вот морочиться. Естественно, на Славе пришлось решать проблему, как защитить механизм от магнитного поля, которое создают вот эти маленькие, но достаточно мощные неодимовые магниты. Решили ее с помощью материала, который называется пермалой. Этот сплав способен как бы замыкать внутри себя линии магнитного поля. За счет своих свойств он используется для экранирования электрических приборов и кабелей. Пермалой помог защитить от магнитов и механизм русской рулетки. И я обещал любителям физических опытов показать, как это достигается. Увидеть магнитное поле нам поможет специальная волшебная пленка. Мы возьмем спинку, заднюю часть часов со встроенными магнитами и приложим к ней пленку. Мы явно видим 12 темных точек. Это следы воздействия магнитного поля на пленку-индикатор. Повторим опыт с барабаном. Опять берем пленку и видим 4 точки, соответствующие магнитам.
А теперь мы возьмем кусочек фольги из пермалоя, положим ее поверх нашей задней крышки и сверху попробуем приложить нашу пленку. В отличие от прошлого случая, теперь никаких черных пятен, следов магнитного поля на пленке мы не видим. Даже небольшой слой пермалоя оказался вполне достаточной защитой. Роль экрана, защищающего механизм, в часах рулетка играет задняя крышка. Она здесь непростая. Это своеобразный сэндвич, в основе которого стальная крышка, а поверх нее закреплен слой пермалоя – наш экран. Свою роль в защите механизма от магнитного поля играет также расстояние. Дело в том, что напряженность магнитного поля спадает пропорционально квадрату расстояния. В рулетке магниты расположены на внешней стороне барабана и на спинке. Создателям пришлось немало постараться и поэкспериментировать, прежде чем были подобраны магниты и достаточно сильные, чтобы остановить барабан, и безопасные для механизма с учетом экрана и расстояния. При этом часы действительно оказываются еще и магнитным браслетом. Если мы приложим нашу волшебную пленку к спинке часов, увидим 12 точек. Верите ли вы в магическое воздействие магнитов на организм? Вопрос отдельный. И давайте мы посмотрим, как все это воплощено в часах. Я сейчас выступлю в роли сборщика часов русской рулетки. В качестве основы мы возьмем спинку, то есть ту часть корпуса, которая прилегает к руке, и в которой установлены наши 12 магнитов. На нее мы одеваем барабан с 4 магнитами, патроном и черепом на внутренней стороне. Смотрите, как он крутится, почти левитирует, и останавливается в одном из окон. И в барабан положим наш сэндвич, заднюю крышку вместе со слоем пермалоя. Если теперь возьмем нашу тестовую пленку и попробуем приложить ее к задней крышке, то никаких точек, никаких следов магнитного поля за крышкой мы уже не обнаружим. Механизм надежно защищен. Остается крутить и радоваться жизни. Вот так обеспечивается защита механизма часов русской рулетки от магнитного поля, который используется для работы этой хитроумной конструкции. В рассказе про историю компании «Верный ход» я обещал рассказать про историю бренда «Слава». Многие считают, что компаниям, которые сегодня выпускают часы под старыми советскими брендами, все досталось бесплатно, упало с неба. На деле это не так. В 2007-м «Верный ход» стал владельцем товарных остатков часов и механизмов «Слава», но не бренда. Согласно контракту, у компании было всего лишь эксклюзивное право на производство часов «Слава», а сам бренд оказался в руках правительства Москвы. Торговая марка «Слава» была защищена 8 свидетельствами, которые распространялись на разные категории товаров и на разные начертания логотипа. Чтобы объединить эти документы и выкупить права, потребовалось 10 лет работы и очень немало денег. Вы когда-нибудь заглядывали в ствол оружия? Я думаю, что если заглядывали, то помните тот холодок, который неизбежно пробегает по спине. Почему я про это рассказываю? На всякий случай напомню, что первый прототип русской рулетки был забракован ее создателями, потому что не обеспечивал достаточной наглядности. Чтобы увидеть результат гадания, увидеть, где именно остановился патрон, часы нужно было снять с руки. Неудобно, хоть стреляйся. Как можно обеспечить необходимую наглядность, стали думать создатели рулетки. И решили повторить в ее облике идею револьвера. Сделать в часах буквально ствол. Сделать в верхней части циферблата отверстие, через которое можно было бы видеть наш патрон. А чтобы повысить интерес к часам и придать им дополнительный элемент неопределенности, было решено это отверстие прикрыть конструкцией чем-то похожей то ли на диафрагму, то ли на затвор старого фотоаппарата. Теперь, чтобы узнать, какой стороной к вам повернулась удача, снимать часы не нужно. Достаточно нажать на кнопку. Затвор откроется, и если патрон оказался в стволе, в окошко мы увидим череп. Конструкция затвора содержит порядка 40 деталей. Лепестки, пружинки, стойки и так далее. Стоило ли усложнять и удорожать часы? Создатели решили – да. Затвор придает загадочности, создает дополнительный визуальный эффект. К тому же лепестки могут быть обработаны по-разному, что добавит часам уникальности. И на выставке Moscow Watch Expo 2019 года были показаны вот такие часы. Часы с отверстием в верхней части циферблата, с кнопочкой, которая открывала диафрагму, ну и, разумеется, с нашим мега-замечательным барабаном, который останавливается строго напротив одной из камер. Ну что, запускаем производство? Нет, и этот прототип создателей опять не удовлетворил. Они сочли, что револьвер у них получился уж слишком мелкокалиберным. Отверстие мало, и череп через него видно слишком плохо. Давайте мы сделаем отверстие побольше. Сейчас вы видите прототип 2019 года и итоговую версию часов. Сравните. Кажется, ерунда вопрос – увеличить отверстие. Но для этого нужно либо уменьшить место, которое занимает механизм, либо увеличить размер часов. А они и без того не маленькие. Так что вариант остается один – искать механизм.
На поиск подходящего механизма ушло почти полгода, и в итоге был выбран вот этот малыш, цена которому всего $25. Это калибр Seiko NH05, практически единственный малогабаритный автоматический механизм на мировом рынке. Его диаметр всего 17 мм. Механизм дешев, но взять и сделать часы на его базе оказалось непросто. Дело в том, что Seiko, хотя и имеет этот механизм в своем каталоге, в реальности его не выпускает. Серийно не выпускает. Компания готова изготовить его конкретно под ваш заказ, после предоплаты. Срок выполнения – полгода. Механизм большинству не знаком, поэтому приведу некоторые цифры. Частота баланса 21600, запас хода 55 часов, высота 6 мм. Толстенький. Такая высота потребовала полного пересчета размеров и конфигурации практически всех деталей корпуса часов. В общем, снова за чертежи. К осени 2020 года в компании все было готово к тому, чтобы собрать и выпустить в продажу первую уже коммерческую партию часов. Но не тут-то было. Подвел наш малыш, подвел вот этот механизм. Дело в том, что в часах все примерно как в автомобилях. Маленький мотор означает маленькую мощность. И селенок NH05 оказалось недостаточно, чтобы уверенно проворачивать стрелки задуманной формы. Компании пришлось возвращаться на этап дизайна, конструкторских работ, проектировать другие стрелки и подбирать для этих стрелок новые материалы. Материалы, которые позволили бы уложиться в вес, посильный для нашего малыша. Посетители Moscow Watch Expo 2020 удивлялись, почему компания второй год подряд называет русскую рулетку премьерой. Как видите, повод для этого есть. Сегодня рулетка Охлобыстина наконец-то стала доступна для покупки. По мнению идеолога модели, самого Ивана, часы постепенно уходят из приборного ряда в концептуальный, становятся скорее арт-объектом. Рулетка, очевидно, часы не на каждый день. За основу дизайна было решено взять стиль стимпанк. Стиль, который лучше всего отражает конец 19 века, время, когда зародилась русская рулетка. Часы доступны в 4 вариантах оформления, включая покрытие стального корпуса и цвета циферблата. Вот так рождаются часы, действительно новые часы. Вот так рождалась русская рулетка. От появления идеи проекта до выхода первой коммерческой партии прошло 3 года. Это не первый рассказ про русскую рулетку на нашем канале. И каждый раз в комментариях мы видим обсуждение, действительно ли эти часы российские. Давайте посмотрим. С одной стороны, в них действительно нет ни одной детали, сделанной в России. С другой, во всем мире местом производства товара считается страна, где он приобрел законченный вид, и на долю которой приходится наибольшая часть затрат. Сборка этих часов происходит в России, в компании «Верный ход». Не в центре на Белорусской, а на окраине, в московском районе Куркино. Вся разработка этих часов тоже шла именно на территории России. От создания идеи и дизайна до просчета мельчайших деталей и подготовки всех чертежей. А как вы видите, ничего стандартного в них нет абсолютно. Наверное, кому-то важно, где именно была изготовлена, например, задняя крышка. Но выточить даже сложную деталь корпуса по готовым, просчитанным и отработанным чертежам – это час работы станка. А вот на создание этих чертежей и прототипов ушло 3 года работы немаленького коллектива. И немало денег. Наверняка вы уже видели в наших прошлых роликах, что эти часы стоят 195 тысяч рублей. Кто-то сравнит с $25 за механизм и скажет: да вы что, с ума сошли? На это можно ответить: попробуйте сделать дешевле. Тем более, что «Верный ход» и этот наш рассказ уже сэкономили вам 3 года, которые потребовались бы на разработку, отработку различных идей. Пока мы снимали этот ролик, на столе у Павла Гранкина увидели блокнот с набросками будущих моделей. Идей там предостаточно. И я очень надеюсь, что большую часть из них мы совсем скоро увидим в металле. Увидим раньше, чем через 3 года, которые потребовались на создание рулетки. Так что оставайтесь с нами, если хотите увидеть новые рассказы про часы, созданные в России. До новых встреч! Механические часы, как таковые, стали больше арт-объектом, нежели неким навигационным прибором. Это позиция человека, который носит эти часы. Это нас объединяет в некий такой мифический, гигантский клуб. Мы, наверное, и есть тот самый золотой миллиард, если отвлечься от всех конспирологических идей, тех людей, которые относятся ко времени концептуально, понимая, что его на самом деле нет, но что оно самое главное в нашей жизни.